У меня есть такой большой скетчбук, и будет много арт-туров по нему. Привет, я Юля Сайфан, художница. Сегодня просмотр. Этот скетчбук много раз появлялся в моих видео. Здесь толстые листы 200 грамм, по ним писала с обеих сторон. На обороте часто делала поиски композиции цветового решения. Это была покупка с Амазона, я купила 2 одинаковых скетчбука. Громоздкая штука, на улицу не вытащишь на пленэр. Ставить его в помещении, на мольберт можно, но тоже неудобно. Заполняла его несколько лет, потому что одновременно с ним я меняла материалы, скетчбуки, бумагу. Это моя обычная практика сейчас. Если я устаю писать красками, перехожу к графическим материалам. Первый этюд в этом альбоме я писала на своем балконе, в доме напротив, за забором тент, и под ним раскидистые деревья и клумба внизу. Самый ленивый пленэр из окна или балкона ленивее может быть только по фотографиям. Композиция с котиком играла с желтым и коричневым. Специально желтый немного разбавила зеленым, чтобы усилить контраст. Смотрела на YouTube видео о Америке, в американском городском пейзаже. Именно в крупных городах всегда есть большое пространство и высокие здания. Но с масштабом я промахнулась. Эскизы к композиции я ее не закончила. Котейка на окне. Хотела написать закат, золотой час, но не теплый, а холодный. Я живу в местности, где в золотой час, когда опускается солнце, все становится розово-оранжевым. Но уверена, что есть места на Земле, где закат более холодный по цвету, такой желтый. Тоже эскизы. Есть видео с правым вверху этюдом. У меня был шоколадный цвет, такой красно-коричневый. Я с ним придумывала разные композиции. Далее я не стану указывать, каким работам я снимала для YouTube процесса рисования. Их здесь много. Спросите меня в комментариях, пришлю ссылку, если снимала. Тоже эскизы, по ним я писала пейзажи. А здесь много интересного. Работала с аналоговой гармонией, синий, зеленый, уходящий в желтый. Эскизы к композициям. К этой работе тщательно подготовилась, но сейчас смотрю, параллельные ветви мне не нравятся. Эскиз к этой работе только по тону разбирала, но помню, как тщательно и долго я продумывала. Справа этюды. 4 этюда в единой гамме. Я показывала, как брать фото и на его основе работать своими цветами, без привязки к колориту фотографии. Иногда я спонтанно копирую, не всегда записываю имя автора, а зря, потому что всегда можно вернуться к тем работам, которые зацепили, копировать, чтобы вспомнить свои эмоции. Поиск композиции. Небольшие этюды в похожем колорите. Нижние 2 по моим фотографиям. Водопад из заповедника в Германии, и слева просто куст на соседней улице. К нему я еще не раз возвращалась. Лежат у меня много гигабайт с необработанными материалами, как процесс этой работы, например. Этот пейзаж я видела в Яффу, кошку посадила в лист сама. Пейзаж «Веселая прогулка». Перед отпуском мечтала погулять по лесу. Писала этот пейзаж, но почему-то он у меня получился теплый по цвету. А это уже из отпуска я вернулась, наполненная впечатлениями от парков в Австрии. Конечно, цвет уже другой. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий, подписывайтесь.
Лето, море, реальная сцена. Писала по своей фотографии. По моей фотографии из музея было бы время в отпуске. Часто хочется порисовать музейный интерьер. В отпуске с семьей я успеваю рисовать. В основном это графика по утрам до завтрака. А так, чтобы в музее стать в углу порисовать, не могу себе этого позволить, потому что хочется и музей тоже посмотреть. В личных аккаунтах людей встречаются прекрасные фотографии. Я беру их в работу. Было время, когда я связывалась с человеком, прежде чем писать его портрет или же брать пейзаж с его аккаунта. Пока никто не ответил мне, что нельзя брать фотографию для рисования. И ответ часто берет несколько дней, а у меня нет столько времени на ожидание, сажусь и пишу. Что вы скажете по этому поводу? Нужно ставить в известность человека, дождаться, пока он позволит пользоваться его фотографией. Котики-обормотики. Моя цель здесь была дать место этому пространству вверху и закомпоновать вертикально то, что просится на горизонтальный формат. Нежно-розовая лапа кошачья, которая свисает больше, чем надо. Думаю, что на фотографии было искажение, а я не додумалась скорректировать это, сделать нормального размера. А вы знаете, что есть портретисты домашних животных? У животных бывает очень хорошо выражен характер. Этот двойной портрет по фотографии я поставила в известность женщину и ее прелесть. Здесь лучше промолчу. Это тоже не очень. Фантазийный пейзаж. Хотелось порисовать движение неба и воды. Внизу слева рыба. Небольшие этюды фрагментов домов. Такие старенькие, о них многое можно рассказать. Сама в таком доме снимала жилье больше 20 лет. Этим домам по 70 лет. Они до сих пор стоят, и люди до сих пор в них живут. О, а это я искала способ рисовать карандашами, чередовать их с гуашью. Это эскизы снова про тот цветущий куст, который уже рисовала. Еще раз позже к нему вернусь. Предварительные наброски. Тут штриховка по акриловому грунту, тонированному гуашью. Справа я тоже писала по подготовленному листу и пробовала по-разному штриховать. Здесь предварительные наброски к этой работе. В ней я сделала мягко силуэты зонтика и стульев. А внизу у меня эскиз к этой работе. Аппликацией удобно делать эскизы, если нужно двигать массы кустов и стола. И карандашный эскиз к этому пейзажу, левый внизу, я его потом писала на формате А4. Справа продолжение работы с карандашами. Слева предварительные тоновые и цветовые наброски для моих работ. Все это относится к лавочке, цвет тоже продуман заранее. Решала, каким будет куст сзади лавочки, требовалась большая темная тональная масса. Решила, что куст будет холодным в контраст к теплой лавочке. Вот этот куст, эскизы к которому я делала в большом количестве. Писала эту работу в эфире с моей приятельницей, художницей из Черногории, ее зовут Джеся Котман. А слева у меня подготовка к этой небольшой работе, я ее назвала «Солнечная кошка». Прошу оставить мне комментарии, это необходимо для продвижения канала.
за лайк и подписку тоже буду признательна. Буду еще продолжать листать этот скетчбук, осталось больше половины. Творческих успехов вам, до встречи на моем канале.